Приветствую всех своих зрителей. В предыдущем выпуске я рассказывал вам о топ-5 моментах, которые приятно удивили меня в Армении. Как и обещал, сегодня рассказываю, что неприятно удивило меня в гостеприимной Армении. Заранее убедительно прошу всех не обижаться за это видео. Я люблю Армению и армян со всеми их недостатками и достоинствами. Это видео лишь призвано со стороны оценить некоторые минусы, которые есть в Армении. Первое, на что обращаешь внимание, пожив хоть немного в Армении, это ужасное вождение автомобилистов. Самое удивительное, что даже люди, которых я лично знаю и которые в высшей степени образованы, за рулем превращаются в злостных нарушителей. Банальный пример. Пешеход даже на зеленом светофоре не может себя чувствовать в безопасности, так как в это же время машины спокойно пересекают пешеходный переход под красным. Подрезать кого-то или остановить машину в неположенном месте – это тоже обыденное явление в Армении. Конечно же, все это есть и в России, однако не в таких масштабах, как в Армении. Второй момент тоже связан с автомобилями, но уже не с водителями, а с парковочниками. В Армении достаточно мало парковочных мест, особенно за пределами Еревана. Мы привыкли, что если место не оборудовано парковкой и нет никаких опознавательных знаков, значит можно где-то на обочине парковать машину, так, чтобы она не мешала остальным. В Армении тоже так делают, но за это все равно надо платить, причем людям, которые не имеют отношения к парковке. Приведу пример. Я с друзьями посетил замечательное место в Ларийской области Зарни-Парни. Это такой пещерно-крепостной комплекс, отражающий жизнь армян в Средневековье. Кто там не был, настоятельно рекомендую, вход в комплекс всего 1000 драмов, примерно 150 рублей. Так вот, парковки рядом с комплексом мы не нашли. Есть просто обочина дороги, где все останавливаются. При этом пожилой дяденька, который просто накинул на себя грязную манишку, чтобы быть похожим на парковщика, размашистыми движениями стал показывать, куда нам парковаться, как будто бы мы без него не справились. Выйдя из машины, с нас потребовали 200 драмов за парковку. Мои друзья молча заплатили. Естественно, никаких чеков не прилагается. Когда я спросил, за что они платят, если это просто обочина без опознавательных знаков и парковочной разметки, они сказали, что тут так принято. В действительности безработные жители просто пытаются нечестным путем выманивать у туристов деньги, а те платят, потому что стыдятся из-за условных 30 рублей устраивать споры. Я не лезу в чужой монастырь со своим уставом и не хочу никого ничему учить, но это все какой-то пережиток прошлого. Негоже настолько продвинутому современному армянскому обществу иметь такие отсталые привычки. Третий момент тесно связан с неспешным темпом жизни армянского общества. Здесь не привыкли спешить, быть постоянно в движении. Армяне ценят каждую секунду своей жизни, и это замечательно, это то, к чему надо стремиться. Однако есть и минус в этой схеме. Лично я сталкивался с отсутствием дисциплины. Объясню на примере. Я заказал одежду на дом, курьер должен был привезти заказы к 2. Из-за этого я отменил некоторые свои дела. В 2 никто не пришел, дозвониться до этого курьера я не смог. В 15:30 он сам вышел на связь, сказал, что опаздывает и привезет заказ к 5 часам. В итоге привез к 5:30. Из-за его недисциплинированности я потерял весь день, и такое необязательное отношение к своим обязанностям прослеживается во многом. Курьер не спешит к клиенту, врач не спешит к пациенту, даже гости, которых вы позовете к себе в 6 вечера, придут к 8, а то и к 9. И дело тут вовсе не в уважении к вам лично, а просто в образе жизни армян. Наверное, к этому просто надо привыкнуть. Четвертый момент, пожалуй, удивил меня больше всех. У армян очень крепкие семейные узы, родители никогда не оставят своих детей на произвол судьбы, а дети лучше наберут кредитов, чем отдадут своих родителей в дом для престарелых. Тем удивительно было встретить прямо в центре Еревана попрошаек, особенно пожилых женщин. Они довольно приставучие, не просто проходят мимо с протянутой рукой, а подходят и настойчиво просят деньги. Зачастую приходится что-то давать им, чтобы отстали. Ну и последний пункт, который я заметил для себя, армяне сейчас очень разобщены. Есть стереотип, что армяне, где бы они ни находились, держатся друг за друга, помогают своим землякам, благодаря чему быстрее добиваются успеха. Мне показалось, что сейчас вместо того, чтобы перед лицом врага объединиться, люди в Армении делят своих же на российских армян, сирийских армян, американских армян. Разные отношения прослеживаются даже к армянам внутри Армении.
Особенно негатив чувствуется к карабахским армянам и к ереванцам со стороны областей. В контексте обострившихся отношений с Азербайджаном и Турцией, мне кажется, армянам надо объединяться, а не разделяться. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Пишите в комментариях, если не согласны со мной. В любом случае, это все мои субъективные заметки. Прошу не обижаться на них, а лучше поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь мне в продвижении канала. Также призываю вас посмотреть другие ролики из моего канала. Спасибо всем за внимание.